Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 7 запахов тела, говорящих о болезнях. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Современный человек привык пользоваться духами, дезодорантами, ароматическими лосьонами и другими средствами, которые изменяют запах его тела. Порой люди даже не задумываются над тем, как они пахнут без этих средств. В то же время следить за собственным ароматом нужно внимательно, так как его изменение может стать первым сигналом болезни или другого серьезного нарушения со стороны здоровья. Речь пойдет о 7 запахах тела, которые могут указывать на развивающуюся патологию. Запах ацетона. Если организм недополучает углеводы вместе с пищей, то он начинает сжигать собственные жировые запасы. Для людей с ожирением это хорошо, но вот запах от тела может исходить неприятный. Когда жиры сгорают, выделяются кетоны, а именно ацетон. Именно он приводит к появлению характерного запаха, который может напоминать аромат гнилых яблок или жидкости для снятия лака. Когда человек питается нормально, то жиры тоже будут расщепляться до сахаров и ацетона. Но последнего компонента будет не слишком много. Организм может выводить его с мочой, либо использовать для других метаболических процессов. Поэтому неприятного запаха от тела человек ощущать не будет. Если человек решает похудеть и урезает рацион, то кетонов выделяться будет много. Организм не успевает перерабатывать их. Поэтому не только от мочи, но и от тела начнет исходить запах ацетона. Также пахнет человек, который голодает. В этом случае клетки для обеспечения питания начинают расщеплять собственные жировые запасы. К чрезмерному выделению кетонов может приводить сахарный диабет. Если поджелудочная железа не продуцирует инсулин, либо клетки не могут его усвоить, то организм глюкозу просто перестает усваивать. Головной мозг не получает необходимое ему питание, из-за чего он дает сигнал на расщепление жиров. Снова происходит выброс кетонов в кровь. Выводятся они не только с мочой, но и с потом, поэтому от тела начинает неприятно пахнуть. Запах аммиака и избыток азота. Аммиаком может пахнуть от человека при различных нарушениях со стороны здоровья. Это вещество очень летучее, оно позволяет избавляться от избытка азота. Выделяется азот с уриной, с потом, с выдыхаемым воздухом. Если аммиаком пахнет изо рта при дыхании, то это может указывать на развивающуюся почечную недостаточность. Кроме того, этот запах часто является признаком заражения Helicobacter pylori, которые вызывают язву желудка. К другим патологиям, приводящим к появлению запаха аммиака изо рта, относят цистит и почечную недостаточность. Если запах аммиака исходит от кожных покровов, то это указывает на сниженную функцию печени и почек, которые не могут вывести избытки азота естественным путем. Поэтому он начинает выделяться через поры на коже. Обезвоживание организма тоже проявляется запахом аммиака. С проблемой аммиачного запаха сталкиваются люди, которые придерживаются диеты с низким содержанием углеводов. В такой ситуации в организме скапливается большое количество белка. Ведь ему гораздо проще расщеплять углеводы. Чтобы белки перестали распадаться, нужно вводить углеводистую пищу. Это важно учитывать в том случае, когда человек серьезно занимается спортом. Некоторые спортивные добавки, витамины и лекарственные средства способны приводить к возникновению аммиачного запаха от тела. Также аммиаком пахнут люди, которые едят слишком много спаржи. Тело пахнет рыбой. Запах гнилой рыбы сложно спутать с чем-то еще. Поэтому при его появлении можно подозревать триметиламинурию. Этот синдром возникает при редком генетическом заболевании, развивающемся из-за мутации гена FMO3. Он регулирует продукцию фермента фламин-монооксигеназа 3, участвующего в переработке триметиламина.
Это вещество образуется во время переваривания пищи. Если фламин монооксигеназы 3 не хватает, то триметиламин накапливается в организме, который начинает выводить его всеми возможными способами – с уриной, потом, с вздыхаемым воздухом. Это становится причиной рыбного запаха. Триметиламин представлен 3 соединениями – лецитином, холином и карнитином. Поэтому всем пациентам с дефицитом фламин монооксигеназы 3 нужно отказаться от употребления в пищу продуктов, которые содержат эти вещества. К таковым относятся красное мясо, рыба, молочная сыворотка. В этих продуктах много карнитина. Яичный желток, пахта, семечки, орехи, изюм. В них присутствует лецитин. Печень, пророщенные злаковые культуры и куриный желток содержат холин. Если полностью исключить эти продукты не удается, то их поступление в организм нужно хотя бы урезать. Когда тухлой рыбой пахнет из влагалища, то это указывает на развитие такого заболевания, как гарднериллез. Вызывает его бактерии, которые начинают размножаться во влагалище. В норме они всегда в нем присутствуют, но активности не проявляют. Гарднерилл становится слишком много, если снижается иммунная система женщины. Либо нарушается кислотно-щелочная среда влагалища. Их размножение приводит к выработке летучих аминов – кадаверина и путрисцина. Именно они являются источниками неприятного запаха. Он имеет тенденцию к усилению после интимной близости. Дело в том, что сперма имеет щелочной pH, который способствует усилению выработки летучих аминов и усиливает неприятный запах. Запах вареной капусты. Такое генетическое заболевание, как тирозинемия, приводит к запаху вареной капусты от тела человека. Есть несколько видов этой патологии. Но при любом варианте тирозинемия приводит к тому, что в организме не может расщепляться тирозин – аминокислота. В итоге в нем начинает накапливаться не только тирозин, но и фенилаланин и метаин. Кроме капустного запаха, человек страдает от серьезных нарушений в работе почек, печени, центральной нервной системы. У больного начинают разрушаться кости. Запах квашеного теста. Если от тела начинает исходить кисловатый запах, напоминающий аромат квашеного теста, то у человека развивается норвежская чесотка. Это серьезное заболевание, которое вызывает чесоточный клещ. Эту патологию называют корковой чесоткой, крустозной чесоткой и прочее. Возникает патология у людей со слабой иммунной системой. От норвежской чесотки страдают люди на стадии СПИД, с лепрой, с туберкулезом, лимфомой кожи, возрастным слабоумием и прочее. Запах меда. Патологическая активность синегнойной палочки приводит к тому, что от тела человека начинает пахнуть сладко. Многие люди сравнивают этот запах с ароматом меда. Интересно, что лабораторные чашки Петри, содержащие синегнойную палочку, источают запах жасмина. Однако этот приятный аромат не должен вводить в заблуждение, так как синегнойная палочка является опаснейшим микробом, который приводит к тяжелым болезням. Причем госпитальные штаммы синегнойной палочки очень плохо поддаются лечению, так как не реагируют на антибактериальные препараты. Синегнойная палочка может стать причиной развития таких тяжелых патологий, как менингит, отит, гнойный синусит, абсцесс. Часто микроорганизм поражает органы дыхания и приводит к летальному исходу. Поэтому врачи вполне обоснованно считают медовый запах опаснейшей патологией, которая требует экстренного лечения. Сырный запах от тела. Сырный запах от тела появляется у людей, которые страдают от наследственного заболевания, сопровождающегося дефицитом фермента изовалерил-СОА-дегидрогеназы. У пациентов с такой патологией в организме накапливается изовалерил-СОА, трансформирующийся в изовалерат и выделяющийся с потом и мочой. Именно это вещество приводит к характерному сырному запаху. Причем некоторые люди сравнивают его с запахом потных ног. Если от тела начинает пахнуть как-то необычно, то игнорировать этот сигнал организма не следует. Чаще всего изменение запаха связано с нарушениями в обменных процессах,
Чтобы выяснить причину такого сбоя, необходимо обращаться к доктору. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.